Всем привет, ребята! Меня зовут Ксюша, а это моя уточка Милка. И сегодня мы вместе с вами будем делать летний ежедневник. Он будет максимально простым и сможет его сделать каждый. Да, Милка права, и для него вам понадобится тетрадь. А я буду использовать вот такую, но можно использовать самую обычную, вот такую зеленую тетрадь. Ну, у нее, конечно, минус, что вот тут не белая. Но это, в принципе, ничего страшного, и можно приклеить сюда листочек бумаги. А я буду использовать вот такую тетрадь, она тоже самая обычная, 12 листов, в клетку лучше использовать. Ну, в общем, вам понадобится тетрадь. Дальше вам понадобится для обложки бумага, 2 листа А4. Или можно использовать альбомный лист, тоже 2 штуки, скорее всего, понадобится. Или акварельную бумагу, картон, цветную бумагу, все что угодно, в общем. Еще вам понадобится простой карандаш, линер или черная ручка, линейка, ластик. Для того, чтобы приклеить обложку на тетрадь, вам понадобится либо двухсторонний скотч, либо клей. Либо клей ПВА, либо клей-карандаш. В общем, что-то, чтобы приклеить бумагу к тетради. Для самой обложки у меня будет вот такая, с бантиком. Вы можете сделать любую обложку, а можете сделать как у меня. И вам понадобятся мелки. Это именно для моей обложки, вот этой с бантиком. Либо мелки, либо цветные карандаши, либо какие-то акварельные маркеры, фломастеры, скетч-маркеры. В общем, все, чтобы нарисовать просто этот бантик. Также можно использовать акварель. И еще вам понадобятся ручки. Вот я просто для примера тут положила. Для того, чтобы сделать вот эту линию, написать там текст, journal, нужна тоненькая ручка. Я буду использовать миллайнер. У него с одной стороны вот такой тоненький фломастер, его я и буду использовать. Также можно использовать ручку Стабила, обычную красную ручку, это у меня с блестками. В общем, какую-нибудь ручку для того, чтобы написать и сделать строчку эту. Ну и, конечно же, ножницы. Первым делом нам нужно измерить размер тетради, то есть замерить ширину и длину. Желательно использовать линейку 30-25 сантиметров, но у меня такой нет, и я буду использовать линейку 20 сантиметров. Замеряем сначала вот так вот. У меня где-то 20 сантиметров и 2 миллиметра. И 16,5 сантиметров примерно. Дальше нам нужно на листе А4 или на альбомном листе, ну смотря какой у вас, отметить эти размеры. У меня, еще раз повторюсь, тетрадь 16,5 сантиметров на 20 сантиметров и 2 миллиметра примерно. Делайте все, что показано на видео. Линейка что-то чуть-чуть грязная. Но вы отмеряете размеры вашей тетради, потому что вот я сравнила вот эту тетрадь и самую обычную. И размеры у них прямо чуть-чуть отличаются. И у меня первая часть готова. Это будет, скорее всего, задняя сторона, потому что тут чуть-чуть испачкана линейкой. И теперь рисуем то же самое на втором листе. Либо можно вот так вот сложить аккуратно листы и просто вырезать по контуру сразу 2 детали. Я так и сделаю. Но тут нужно быть аккуратно очень.
Так, ну вот примерно так. Теперь примерим на тетрадь. Просто приложим. Подходит вроде хорошо. И вот теперь, если посмотреть, то тут будет виден вот этот корешок, так сказать, тетради. Поэтому мы вырежем отдельную полоску, чтобы приклеить ее и закрыть вот эти недочеты. Вырезаем полоску по длине тетради. У меня 20 сантиметров и 2 миллиметра. А ширина полоски будет 2 сантиметра. Ну и вырезаем. Теперь рисуем саму обложку. Кстати, еще идеи для обложки для вашего летнего ежедневника я пришлю в свой телеграм-канал Сеня DIY. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан. Все детали у меня готовы. Полосочку я раскрасила. Вторую деталь и саму обложку. В принципе, получилось красивенько. Теперь приклеиваем все это на саму тетрадь. Так, вот она у меня. Клеить, скорее всего, я буду на клей-карандаш. По крайней мере, попробую пока приклеить. А если не получится, то на двухсторонний скотч. Сначала приклеиваем полоску. Это очень важно. Я уже приклеила одну сторону. Сейчас ее загну и приклею вторую. Нужно без складок. Тут не обязательно прямо ровно приклеивать. Вот у меня с этой стороны получилось больше, а с этой чуть-чуть меньше. Ну ничего страшного, главное, чтобы она закрывала вот эту вот часть тетради. Теперь приклеиваем обложку. Ну вот и все. Я уже обрезала края листочка, и мой ежедневник готов. Получилось очень красиво и было просто довольно. Много времени этот ежедневник у меня не занял. Какая красота! Ну а на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. А какие ежедневники у вас получились, присылайте в мой телеграм-канал Сеня DIY.